Всем привет, ребят! Продолжаем проходить Зельду. На прошлом стриме я остановился, что мне нужно забраться вот в этот город, но в него не пускает в этот город мужчин. Нужно найти одежду, нужно переодеться, но сначала мы пройдем вот это вот святилище, город Геруда. Ну давай, осмотреть. Сначала проходим вот это святилище, потом нужно вернуться будет в соседний поселок, скажем так, найти шмотки и потом зайти в город. Так, 5 стальных глыб. Что тут надо делать? Эта штука электрическая. Так, погоди. Давай, чтобы я много урона не получал, я одену электрическую, единственную у меня имеющуюся электрическую одежду. Так, есть бочка, она металлическая. Скорее всего, бочка будет служить как проводник. Куб имеется. Ну, по идее, в финале я должен открыть вот этот проход. Здесь еще один куб. Чтобы решить любую загадку, надо сначала понять, как она работает. Так. По идее, нам нужен магнитом взять вот эту штуку. Так. Угу. Это у нас работает как микросхема. Ну, бочка всего одна. Подожди, у нас есть куб. Возможно, куб надо сначала поставить. Он более большую площадь покроет. Подожди. Угу. Ставим тут. Хорошо, что я урон не получаю, кстати. А вот эту бочку мы поставим... Что-то ничего не включается. Вот, подожди. Да, но если я этот куб уберу, тогда у меня вообще вся цепь прервется. Больше у нас ничего же нету, правильно? Значит, куб куда-то в другое место ставить надо. Да. Как говорится, ничего лишнего. Давай мы тогда бочку перемещаем. Ну, хватай. Бочку пока в сторону. Куб надо куда-то ставить. Стой. Вроде лучше. Тоже не то. Интересное кино, почему так? Так, надо по-любому, чтобы этот куб, он примерно в этом районе находился.
Далековато что-то. А почему вот эти вот между собой не связаны, я не понимаю. Давай куб ближе. По-моему, это максималка, да, где он действует. Ну, вот так вот ты ставишь. А почему остальные-то не загораются? Так, а если бочку вот сюда поставить? Ничего не включается. Надо как-то вот здесь у нас, ладно, хрен с этим сундуком. Вот здесь почему-то. Здесь вот бочка. Почему здесь не включается? Так, по цепи это получается у нас вот это надо зажигать. Ну-ка, вот сюда. Как будто не хватает энергии ему. Так, давай куб тогда мы поставим. Так, он только один зажигает. Я вообще не врубаюсь. Ну. А так мы сразу сейф размыкаем. Что за шум-то? Нет, ничего не открылось. Стой, может быть двумя квадратами сначала? Ну-ка давай отсюда утащим. Попробуем. Иди сюда. Попробуем вот с этой стороны начать. Тоже же как вариант. Давай, куб сюда. Стой. Оп. Куб. А какая лошадь? Ты о чем? Тут надо все 4 зажечь. Так, а что если квадрат вот сюда, а бочку вот сюда? Так. Он же должен был заработать, да? Я не понимаю, почему у меня схема вместе не работает. Причем тут у нас никаких этих нету. Ситуация прям. Ай. Что-то так себе костюмчик помогает. Не, ну, бочку определенно сюда надо ставить, если уж с этой стороны цепь собирать.
Не работает. Главное, тут надо 4, чтобы извлечь вот этот вот куб. А там у нас надо, получается, чтобы бочку извлечь, ну тут вообще много. Раз, два. Это идет вот сюда, и тут куб. Подожди-ка. Есть одна идея. Тащим бочку вот сюда. Вот так. Оп, а сюда мы куб поставим, да? Хорошо, что можно бегать по этим линиям, и тебе током не бьет. Наверное, уже покойником давно был. Так, ну вот сюда примерно. Вот. Одна бочка. Хоть какой-то прогресс. Нет, не хватает. Куб давай мы поставим вот сюда тогда. Пока эта цепь работает, я не буду ее размыкать. Давай куб. Тащим ближе. Не то. Так, а если бочку мы поставим вот сюда? Ну, что схема не сработала? Как-то странно она работает. Здорово, Игорян. Игорян онлайн. День добрый. Как настроение? О, вот так пошло. Потом сюда мы бочку, наверное, да, поставим. И куб, по идее, должен заработать. Но уже попроще. Уже побольше предметов. Вот. Чик, открываем сундук. Ништяк. Так, давай тогда собираем, что в сундуке есть. Меч молнии. Я рассчитывал на какую-нибудь шмотку. Честно. Из резиновых. Так, меч... ну вот это выбрасываем. Давай меч молнии возьмем. Настрой. Да вроде нормально. Игорян онлайн. Настрой пойдет. Как у тебя? На работу только в ночь неохота. Сегодня что-то нерабочее настроение вчера задолбали. С этим внутрицеховыми проблемами. Процессы там у нас довольно-таки муторные, которые надо решать, чтобы это все нормально работало. Короче, как обычно, все оборудование сломано, и начинается отсюда всякий геморрой. Ты, Игорян, напомни, откуда, с какого города? Так, ну-ка, погоди. Бля, почему цепь разомкнулась? Угу, она работает только так. Тут куб еще один нужен, получается. Нужен, который они закрыли. Так, ну от этой бочки явно питание идет вот сюда.
Здесь квадрат. Надо хорошенько покумекать, что же делать-то. Подожди, а как тогда? А в целом тогда как святилище-то открывается? Чисто с помощью 2 кубов? Да, походу. Ну-ка давай для эксперимента. Да. Чик. И тут получается куб надо поставить с помощью 2 бочек. Сейчас голова лопнет. Хотя нет, он включился. Ну да, здесь определенно 2 куб надо. Он-то заработает. То есть цепь-то это, она вот здесь прям. Да-да-да. Одно от другого работает. Хорошо. Надо как-то второй куб доставать. 2 куб у нас... Стой. Блин, еще бы бочку хотя бы одну. Было бы ништяк. Вот так. Не работает. Ну а что ты? Ты странно, вроде ровно на точку ставишь эту бочку, а она все равно не алё. О. На 3-ю бочку тогда. Стой, может быть... Сундучок-то у нас пашет. Вот, он тоже металлический. Сейчас мы и сундучком припрем дырку одну. Вот так. Где он тут работал-то? Эй. Вот. Вставляем. Вот этот куб ставим вот сюда. Прямо в центр. Чик. Все. Куб извлечен. Теперь достаточно просто, получается, кубы расставить по местам. И, по идее, должно все заработать. Вот так вот. Я думаю, этого достаточно. Так, а вот этот куб мы ставим вот туда, в угол. И так, главное, ничего тут не снести. Все. Че, он не на месте? О. Решено. Да, прикольная загадка, кстати. С цепями электрическими мы еще тут не решали ничего. Ну, бла-бла-бла, вот эти вот заставочки, ладно. Хорошо. Сфера духа. Так, надо сейчас, получается, возвращаться обратно в город. Я там одну тянку пропустил, которая шмотки продает. Да, вот только погодка, я походу не подходящая, да? Давай догола разденется. Надо температуру тела понижать. Ну, это мало чего, конечно, сыграло. Так, а где у нас город? По прямой надо вот туда двигать. Подожди. А, ну да, рынок Кара-Кара. Туда и надо. Сейчас начнет в жизни уходить. Жара стоит.
Я не знаю, может быть, какие-то зелья нужны, но плохо, что тут лошадь не пропускает. Я как бы одно зелье по квесту сделал, но... Так, ну-ка, вот это, что такое? А, это вой, ага, ну ты справишься, дыши глубже, Кайра, вспомни, чему тебя учили. Сначала с воем нужно поздороваться, как с нормальным человеком. Салак. И чё? Я Геруда. Когда девушки моего народа достигают определенного возраста, они идут искать воя в своей мечты. Как только я тебя увидела, я поняла, что ты именно тот вой, о котором я мечтала. Вой моей мечты, хочешь, я буду твоей вай. Мне жениться предлагает. Нет, ты слишком стараешься. Моя Вааба говорила мне держаться подальше от таких воев, которые так легко говорят о судьбе. Забудь, что я тебе сказала, сову. Да, уж эти диалоги. Что плохо, то что придется потом еще обратно же возвращаться. Хотя есть телепорт. Это хорошо. Мы игнорим вот этих всех товарищей, потому что пока с ними будешь биться, у тебя все равно будет за здоровье уходить. Поэтому повнимательнее. Я уже забыл, какие ингредиенты, кстати, нужны для того, чтобы сделать зелье от жары. А шмоток мне никаких не давали. Печалька. Нас интересует вот именно та башня. На самом верху у нас находится тянка, которая продает одежду. Не знаю, как она спасет ли меня от жары, но мне кажется, вряд ли. В принципе, я немного потерял здоровье. Кто там топает? А, это. Но она всегда тут шастает. Я думал, еще с этого кактуса соберу, но нет. По идее, что надо? После вот этого города меня, скорее всего, вот к этому верблюду отправят. Там у нас будет сюжетный босс. На самый верх, да? Как собраться? По-моему, вот тут лестница была. Вот она. Чик. Причем я сюда забирал-то, и почему я лестницу не заметил, я не понял. Может, там никого просто не было? Надо в определенное время суток приходить сюда. Тут же такое бывает, то, что там определенный NPC находится в определенное время, только тут. Ну вот тот, кто мне нужен. Говорить. Привет, ты что-то хотел? Парень, который знает, как пробраться в город Геруда? Нет, я с ним вовсе не знакома. До свидания. Смотреть в лицо и изучить фигуру. Как это повлияет на диалог? Ладно, смотреть в лицо. Эй, чего уставился? Хорошо одеваешься. Да уж, хорошо. Как только не приходится выкручиваться. Если бы не глупый закон Геруда, я бы ни за что это не надела. А тебе нужен такой наряд? Продам всего за 600 рупий. Да. Отлично, деньги вперед. Я подобрала вещи твоего размера. Привет, не бойся, подглядывать не буду. Линка переодели в бабу. Как мило. Как будто никто не видит, что у нее сисек нет. Да тебя не узнать. А ты неплохо смотришься в традиционном наряде Геруда. В таких краях никто не заподозрит, что ты на самом деле парень. Еще плюс в том, что в такой одежде тебе не будет жарко. Вот это вот хорошо. То, что жару теперь, да, могу переносить. Правда, шмотки бабские. Могли бы что-нибудь другое придумать. Ну ладно. Спасибо за покупку. Удачный сегодня денек. Да. Он увидел ее лицо. Хе-хе. Проклятый ветер. Испанский стыд, короче. В общем, если будет нужна такая одежда, ты знаешь, где меня найти. Да я вроде все, что надо, у тебя купил. Зачем вот эту фишку сделали? То, что Линк переодевается в бабу.
Ты же мог обычный мужик... А, точно. Там же в городе мужчин не пускают. Они их там называют как-то. Но, кстати, это, ну, шмотки не прямо очень хорошо помогают от жары. Но добрый среднячок. Так, зачем я туда бегу, если я могу паркироваться? Перемещение. Пошли в город. Я еще на карте отметил интересные места, мы туда еще ломанем, но попозже. Сначала давай с верблюдом решим, потому что, возможно, некоторые места он не даст пройти. Надо, получается, финального, ну, сюжетного босса завалить, а потом уже идти всю остальную историю исследовать. Так, давай. Хо-хо-хо, ну и красавица. Опять шпионишь? Что? Нет, конечно. Я не шпионю, я изучаю ситуацию. Кажется, уже с кем-то об этом говорил. Но он со мной и говорил об этом. Все, меня пустят сюда. Стой, а давай-ка вот с этой бабой поговорим. Кто это такая? Выгодное предложение. Так, хорошо. Ага, пешком хожу. По песку трудно ходить, ноги вязнут, устаешь быстро. Ты лучше на песчаных котиках катайся, это быстро и удобно. Я ловлю и обучаю диких песчаных котиков в городе. У нас с мамой 2 пункта проката. Если хочешь узнать побольше об этих чудесных созданиях, я тебе с радостью помогу. Уж я-то от них все знаю, это моя специализация. Это место коней, да? Вот почему коня сюда не пускали. Потому что тут и другая локация, и типа не хочешь пешком бегать, то ты можешь кота морского оседлать. Лошади, короче, местные, да? Подожди, давай попробуем. Просто для эксперимента. Угу. Они убегают. Надо зелье скрытности сожрать, а потом кота этого оседлать. Ну, я думаю, это не первостепенная задача, так что... Так, давай, что, пропускаете? Перед тобой важнейший торговый город Хайрула, город Геруда. По нашим законам в город могут войти только Вай. Мы не пускаем сюда, кого попал, так что можешь спокойно гулять и ни о чем не беспокоиться. Кто такой Бай? Не Бай, а Вай. Чтобы правильно произнести, прикусывай нижнюю губу. На языке Геруда это слово значит женщина. Раз уж мы коснулись этой темы, мужчина называется Вой. Легко запомнить, так ведь? Да, все, отлично. Задание выполнено. Так, подождите. Хорошо, как же ты такая хрупкая сюда добралась? У нас ведь чудище бушует, ты очень отважная. Предводительница говорит, что все будет хорошо, но как представлю, что чудище двинется на город, мурашки по спине бегут. Предводительница. Это глава нашего народа, ее зовут Риджу. Тут придется со всеми потрещать, чтобы взять, во-первых, квесты дополнительные и понять, в чем причина этого города, как можно воздействовать на этого верблюда. Просто так к нему не подойти, он тебя сразу убьет. Прошлая предводительница ушла из жизни молодой. Как единственная дочь госпожа Риджу унаследовала трон, причем в очень юном возрасте. Бедняжка друга, душой чудище. Хорошо. Да, про чудище. Ты же сюда через пустыню Геруда пришла, верно? Значит, видела эту ужасную громадину. Эта штука появилась неизвестно откуда несколько недель назад. На нее издалека страшно смотреть. А если подойдешь, она начнет бить молниями. Вот. Я боюсь, что она на город двинется. Продавительница говорит, что 100 лет назад чудище защищало наш город. Верится с трудом. Ну, понятно, все. До свидания. Морозный арбуз. По-моему, с этими арбузами, ну, их так можно собрать. С этих арбузов можно делать зелье. Так, вообще-то у меня нет времени на болтовню. Что случилось? У меня свой ювелирный магазин. Я делаю и продаю украшения. К сожалению, у меня кончились кремни, и вся работа встала. Вот чтобы у меня было 10 кремней, я смогла продолжить работу. Если какая-нибудь добрая Вай принесла мне десяток кремней, я бы щедро вознаградила. Украшения. Я делаю украшения из рубинов, сапфиров и других камней. У каждого камня есть особое действие. Чтобы камень подействовал, надо лишь надеть украшения. Без кремней я как без рук.
А у меня есть десяток кремней. Извини, что не могу тебе предложить никаких украшений. Подожди. Возьми. Что? Это все мне? Сак. Мне так неловко, мы ведь с тобой даже не знакомы, добрая Вай. Спасибо, я бы отблагодарила тебя, но у меня пока нет денег. Слушай, а давай я тебе сделаю украшение, что ты хочешь? Повязку, диадему, пазовые серьги. Я не знаю, между чем их разница разве есть? Да и повязку, я не знаю. Рубин защищает от холода. Подожди. Сапфир защищает от жары. Рубин от холода, сапфир от жары. Третье, что у нас? Топазовые серьги. Электричество. Ну, не знаю, у меня есть одежда, ну, только накидка, нагрудник от электричества. От холода у меня есть полная защита. Рубин точно мне не нужен. Блин, давай тогда от жары, наверное, возьму. Диадема с сапфиром. Да, давай так. Хорошо. Я так понял, что она у нас будет менять. Только не можно будет вернуться. Да что? К ней можно будет вернуться. И А почему, кстати, вот Линк снял повязку, и никто не ему ничего не скажет? Что он женщина? Точнее, на бабу не похож. Странно. Ладно, окей, не будем задумываться. К этой бабе можно будет вернуться и купить еще от электричества что-то. Че, меня поймали? Да зашибись. И просто выгонят из города, наверное, да? Да. Угу. Я думаю, что... Я думаю, что если я помогу этому городу нужен новый герой. Если я помогу этому городу, то меня будут без проблем пускать. Так, стой, она постоянно куда-то бежит. Кто это такая вообще? Если собираешься путешествовать по пустыне, обязательно возьми песчаного котика. Одна поездка обойдется тебе 20 рупий. Если нет щита, за 50 рупий ты получишь котика и щит. Дороговато. За 20-ку один раз прокатиться. Я как бы это могу и своего кота этого поймать. Правильно? Зачем бабки тратить? Которых не так уж и много. Так, ладно. Давай зайдем. Модная одежда. Открытая одежда, вышитая в стиле Геруда. Красивая и позволяет телу дышать. Именно за это Геруда так ее любят. Сюда зайти нельзя. Покупателям туда нельзя. Если состоишь в обществе, заходи через черный ход. Сколько стоит? 180. 180. Все по 180. 600 надо еще монет, чтобы туда зайти.
Там еще говорили про какой-то черный ход. Назови пароль. Пошли в бар. Они, да. Пароль они тебе скажут после бара, да? Интересно. А почему так? Не, ну, в принципе-то понятно, почему так. У них какое-то тайное общество женщин. А он таки, я понимаю, мужиком не является, да? В общем, добрый вечер. Ну и язык у Герода сплошные вада-во. Надо запомнить, кстати. Вот именно, как его опустили. Что за дела? Тут грибы продаются. Тут, ну, тоже еда какая-то. Соль. Пшеница. Это Варвас? Общество книголюбов. Ой, любят вкусно поесть, надо это запомнить. Вместо изысканных блюд, как в ресторане, лучше готовить что-то простое и домашнее. Интересно, надо будет записать, а то забуду. Стой. Вот тут. Кулинарные секреты об ингредиентах. Многие ингредиенты обладают особыми свойствами, да-да-да. Со словом «мороз» название позволяет легче переносить жару. А то, что начинается со слова «чудо», обычно дает дополнительные сердца. Ну, понятно. Ну, тут про зелье, ну, в принципе, ничего нового. До этих вещей можно как бы и самому догадаться. Так, там у нас директор, да? Давай еще обойду. Шмотки я не знаю, зачем продаются, но стрелы, кстати, тут могут пригодиться. Вот у нас еще, короче, я запомнил, что у нас теперь появилось 3 места, где можно стрелы купить. И еще появились грозовые стрелы и ледяные стрелы. Немножко дороговато, конечно, но ладно. Так, кто такая? Добрый вечер. Мне очень хочется сказать, но я стесняюсь своего произношения. Только не подумай, что я хвастаюсь знанием иностранного языка. Зря беспокоишься. Ты так считаешь, в этом городе все такое необычное, жители, дома и язык. У нас в деревне Рита редко туристы бывают, тем более Геруда. Вот я решила полностью погрузиться в их культуру. Очень хочу попробовать местное мясо на птице. Но у них только обычное мясо продается. А какое надо? Мы, Рита, плохо видим в темноте. Светло даже ночью в этом городе, я отсюда вижу каждую прожилку на мясе. Необычно. А вот у нас в деревне Рита по ночам было также светло. Ясно. Но это не квестовый персонаж. Тут у меня гостиница. С массажем. Какой массаж? Неврита еще не была на массаже. Угу. Все, я ее не злю. Окей. Надо бар искать. Вообще, по идее, уже поздно на улице. Чтобы что-то интересного можно узнать. Кстати, большой город. Диадема с алмазом. Ого, ни хрена тут у них цены. Защита от холода. Жара. А, мне такую подарили уже. А, так подожди, это же та же самая баба. Скорость плавания. Янтарные. 100 всего.
Блин, я не знаю, пригодится ли оно мне вообще. Вот надо бы янтарные эти серьги. Басак. Кое-что о хозяйке. Знаешь, о Фрай, которая ведет курс «Как найти свою любовь». Так вот, однажды они с хозяйкой влюбились в одного воя. Но обе до сих пор не замужем. Видимо, ни то, ни другое не повезло с тем воем. Чего бы это? Блин, я не знаю, но хотелось бы, кстати. Топаз. Попал. Скорость плавания добавляет. Но я пока особо-то не плаваю. Я пока оставлю камни. Ты что с тобой? Угу. Баба что-то не то сожрала, у нее несварение желудка. А вот, по-моему, да, борешник у них. А вы слышали? Тоже набухалась. Мне нравятся девушки с короткими волосами. Надо как-то пароль узнать. Мне наконец-то удалось узнать пароль, сами знаете чего. Правда, репутацию. Пароль такой? Погоди. Эй, подруга, ты чего уши греешь? Иди отсюда, несут свой халийский нос в тело Геруда. Не хотят мне пароль говорить. Может это? Ты ведь этот наряд в моде года купила? Удобный, я давно на него глаз положила. Ты случайно, говорит, не парень? Я так и знал. Здорово ты замаскировался. Раз тебя стражницы в город пустили, хотя не так уж сложно обвести вокруг пальца. Не бойся, я тебе не выдам. Халицы должна помогать друг другу, особенно девушкам. Тут, короче говоря, всех этих эльфов халицами называют. Слушай, Халика, не знаю, сколько тебе лет, но ты явно молода для своего заведения. Используй особый лед, который ты не можешь оценить. Приходи, когда научишься понимать разницу. Чего? Лед из ледника Геруда, поэтому напитки всегда холодные и хорошо освежают. Ничего интересного она не сказала. Может, со всеми надо поговорить? Они все отшивают. Так, а что если... Прямо тут стоит. Вдруг они не заметят. Они просто пьют и все. И меня зырят. По крайней мере, одна. Сколько тебе лет? Чуть больше сотни. Подумаешь. Паспорт есть. Это забавное, когда подрастаешь, будешь вместе отдыхать, я обещаю. Может быть, встать надо под определенным углом, как бы, я не знаю. Вот они сейчас скажут. То, что той халийской вайб надо было. Неважно, Дора, говори скорее. А, точно, пароль. Ток. И Буби, да, короче, я послушал.
Все, я понял. Да, достаточно надо было, оказывается, обойти с другой стороны и все узнаешь. Так, как же я там попадал-то? Кто тут, по-моему, ушел? Oh. Oh. Hmm? Oh? Oh. Правильно. Правильно, заходи, говорит. Все, я в женском сообществе. И что тут? Oh. О, по-моему, мы еще не знакомы. Хм. Ага, необычный у вас посетитель. Бизнес у меня не совсем легальный, поэтому не задавай лишних вопросов. Я не буду ничего спрашивать, тебя договорились. Теперь ты член общества, благодарю за поддержку. Штаны пустыни. Наплечник. Оп. Дороговато. Тетя берет. Oh. Это особая одежда, она светится благодаря фосфоритной краске. Если у тебя достаточно фосфорита и денег, я с радостью продам тебе эти вещи. А зачем мне это освещение? Просто так, что ли? Она никаких бафов с собой полезных не несет. Просто, короче, у тебя шмотка будет. Ну, как бы ты будешь светиться и все. Хотелось бы, конечно, купить вот эту вот одежду. Ну, вот это, допустим, мне не надо. У меня диадема есть. Штанцы и вот эту вот штуку. Ну, посмотрим. Насчет температуры я вот не знаю, не особо уверен. Может быть, мне этого достаточно, то, что есть у меня уже сейчас. Может, не обязательно просто вещи покупать. Все-таки денег стоит, что-то они там 1002, по-моему, получается, ломят. Так, давай мы еще вот сюда пройдемся. По идее, все квесты здесь решены, кроме одного. Один в библиотеке. Потом можно двинуть уже на основной квест. Неужели оно все время там было? Так вот, почему песчаная буря там никогда не утихала? Что ты здесь делаешь? Я вообще у себя дома, это моя библиотека. Недавно я нашла один древний текст и пытаюсь во всем разобраться. И кажется, разобралась. Не до конца, конечно, но теперь этот вопрос лишь времени. Я стану знаменитой. А, поняла? Ты что, то, что мы с тобой встретились, не случайно, и значит, я должна тебе все рассказать. Ты хочешь все узнать? Я вижу, что хочешь. К востоку от города, недалеко от входа в пустыню, находится храм. Угу, я его видел, кажется, там, где мужики с мечами стояли. В нем есть огромные статуи 7 героинь-защитниц народа Геруда. А еще в храме есть древняя надпись. Подожди, блин, ладно. 7 душ укажут истинный путь, дав право пройти испытание героя. Туда приходят люди из всех уголков мира в надежде обрести силу героя. Текст сложно понять, если я не ошибаюсь, испытание пока никто не прошел. Но если с этим... Ну, с этим я еще разбираюсь. Не знаю, важно ли это, но... В общем, 7 героинь обладали силами, которые составляли общую великую силу. Это были дух, мастерство, мудрость, доброта, движение, выносливость и полет. Но мне они кажутся одинаковыми. Еще немного, и я все пойму. Правда, есть небольшая проблема. В последнее время чудища уж слишком бушуют. Работать в таких условиях очень сложно, а ведь так близко к разгадке. Так, чтобы открыть вот это вот святилище, которое у нас находится вот здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да. Вот это святилище. Надо сначала верблюда замочить. Она скажет разгадку. И потом уже можно как-то что-то делать. Я здесь был, да?
большой город. Я в таких еще не бывал огромных. 5 животных продают. Так, что за квест? Я Халика, северо-западные ворота города Геруда. Мы теперь рады. Оставайся насколько нужно. Если пойдешь в пустыню, берегись песчаные бури. Угодишь в бурю, потеряешься. Даже нам, Геруда, было бы сложно из нее выбраться. Именно поэтому древние прятали свои сокровища в пустыне под защитой бурь. Подробностей я тоже не знаю. В пустыне есть несколько статуй воительниц. Наверное, остались с древних времен. Говорят, статуи показывают путь к какому-то сокровищу. Я думаю, это просто байка. И даже если не байка, иди сквозь бурю и отбиваться от монстров. В общем, я бы не рискнул. Ага. То есть у нас вот эти вот статуи показывают, где находится святилище. Проверяем. Стой, не то. Дневник. Да, вот. 2 квеста на закрытые святилища. Все, давай туда вот сходим. Кто это такие? Но у них квестов нету, я смотрю. Что тебе надо, чужеземка? Тут тренируются стражницы герои. Нам сейчас не до туристов. Если хочешь прогуляться, иди на рынок. Что случилось? Дело вот в чем. Погоди-ка, я не собираюсь тебе ничего рассказывать. Это касается только Геруда. Вот если Тики, наша начальница, даст добро, тогда другое дело. А кто это? Вот, это Тики. Что ты тут делаешь? Здесь тренируются Вай из личной охраны предводительницы. У нас и так переполох из-за воров. Это не место для экскурсии, уходи. Опять ты. У нас и так переполох тогда, да? Так, ну ладно, пойдем тогда к мэру города. Город вообще огромный. Такого еще не встречалось. О. Вот и мэр. Риджу, предводительница Геруда. Хорошо. Иноземка? Да. Что тебе нужно? А? Я вижу, у тебя есть интересная вещица. Ну, этот гаджет, короче. Какая баба с ней. Жирненькая. Ты пришла предводительница народа Геруду, госпожа Риджу. Говори, что тебе нужно. Погоди, была. Кажется, перед нами необычная путешественница. Как тебя зовут? Только не спались. Линк, зачем же ты здесь? Хочешь о чем-то меня попросить? Мне нужно чудище. Мне нужно чудище. Что за вздор? Ты хочешь забраться внутрь на Борис? Ну, на Борисом они тут верблюда зовут. Чудищами могут управлять лишь избранные воины. Все они, включая госпожу Урбозу, погибли 100 лет назад, во времена Великого Бедствия. Знаешь, было, мама рассказывала мне о том, что тогда произошло. Она говорила, что принцесса Хайрула погрузила в глубокий сон одного из воинов. И если я правильно помню, его тоже звали Линк. Не очень правдоподобная история, но все же. Госпожа, говорит, у воина Халисов был легендарный меч. Но что-то я не вижу его у нашей гости. Насколько я знаю, тот меч называется Сокрушитель Зла. И принцесса Хайрула надежно спрятала его в дремучем лесу. Взгляни-ка, что на поясе у нашей гости. Кажется, это бесценное наследие народа Шиика. Вряд ли такая вещь могла попасть в руки обычной халики. Госпожа, но ведь среди воинов не было ни одной халийской вай. Так ты бой? Ой, пробрался в город Геруда. По нашим законам ты должен быть наказан. Сейчас мне обрезание сделают. Случайно. Нехрен среди баб шастать. Но если ты действительно воин и был знаком с госпожой Урбозой,
Значит, тебе нужно попасть внутрь на Борис. Мы бы очень хотели, чтобы кто-нибудь ее усмирил. Ты ее уже видел, верно? На Борис, вокруг которой бушует песчаная буря. Любого, кто к ней приблизится, она уничтожит молниями. Мы не знаем, что с ней делать. Похоже, Геруда здесь бессильны. Возможно, ты как воин сможешь войти в Наборис и остановить ее. Но, госпожа, разве мы можем доверить дело такой важности незнакомцу? Наконец-то все поняли то, что я мужчина. Давайте сначала отправим его за шлемом грома. Хорошая мысль. Так, получается, что мне шлем дадут от молний? Линк. Во всем Хайруле есть только одна вещь, которая может защитить от молнии на Борис. Шлем грома. Это священная реликвия нашего народа. К сожалению, недавно шлем был украден. Госпожа, если он действительно воин, то легко справиться с этой задачей. Нам уже известно, где прячутся бандиты, укравшие шлем грома. Спустись на плац и поговори с Тики, она начальница охраны. Без этого шлема идти к Наборис нет смысла. Вот так гости, точнее гость. Я верю, что тебя привела к нам госпожа Урбоза. Все, я понял, идем узнавать, кто же все-таки скрысил шлем. Здрасте, еще раз. Снова ты? Сколько раз тебе говорить? Не путайся под ногами, вон отсюда. Шлем говорит. Где? Что? Тебя было к нам отправил? Приношу свои извинения. Я Тики, начальница охраны. Реликвия нашего народа была украдена бандитами из клана Ига. Поэтому мы все на взводе. Мы знаем, что логово воров в шпатной лощине, но не можем в него попасть. Мои подопечные измождены, поэтому я так рада любой помощи. Внимание! Вот эта халийская Вай будет нам помогать. Расскажите ей все, что знаете. Теперь ты одна из нас. Спрашивай моих подопечных о чем угодно. Они ответят на твои вопросы. Ну-ка еще раз. Мне типа нужно в шпатную вот эту лощину. Оу. Прилично топать. Эй, а где Барта? Куда она опять пропала? Она сказала, что пойдет к логову воров, чтобы разведать обстановку. Сказала, что скоро вернется. Может, с ней что-то случилось, ее уже 2 дня нет. Надо было сразу доложить мне. Она сказала, что быстро вернется, вот я и подумала. Мало того, что нас реликвию украли, так еще и Барта пропала. Если начальница узнает, то снова заставит нас бегать по пустыне, кругов 100 не меньше. Что будем делать? Я думаю. Придется отправиться на поиски на песчаном котике, а меня все время укачивает. Надеюсь, с Бартой ничего не случилось. А что она, если попала в плен? Угодила в песчаную бурю в шпатной лощине. Ага. Ну, не явно в эту шпатную лощину, это раз. Во-вторых, надо все-таки котика этого найти. Я нашла своего суженого воя и недавно взяла его в мужья. Думал, что мне конец буду счастлива, но муж сильно заболел. Его может спасти только сердце Малдоры. Но я сама не справлюсь с Малдорой. Я спросила стража о помощи, но мне сказали, что у них есть и так проблем полно. Конечно, Малдора свирепый монстр. Повстречаешь ее, можешь прощаться с жизнью. Неудивительно, что никто не хочет мне помогать. А я уже предвкушала, как уеду из города. Видимо, навсегда останусь. Ужасная Малдора, ужасное чудовище. Даже другие монстры ее боятся. Ее видели в Тарумских дюнах, к западу отсюда и еще на юге. Она слышит даже самые тихие звуки, нападает на всех, кто окажется рядом. К ней никак не подойти, никто не согласится быть приманкой. Не знаю, что делать. Что там, западные дюны, да? Вот, Тарумские дюны. Давай, наверное, основной сначала квест. Туда надо топать. Здесь еще может быть что-то интересное. Ладно, выходим, короче, из города. Не ори ты. Я попробую по направлению пройти. Может быть, действительно эти статуи на что-то интересное укажут.
Так, ну вот одна. Кстати, у нее меч вроде прикольный. Можно забрать ее? А, понятно, фигня, короче. Стой, куда она показывала? Угу. Ну вот, там у нас следующее. Чай, арбузиков наберем. А то они тут по 20-ке их продают, что-то дороговато. Ну, пока вроде по нормальному направлению иду, как раз и по квесту основному, еще по второму получается. Сундучок-то можно достать? Давай, прям. Я все боюсь, что меня как-нибудь пришибет этим сундуком. Что дают? Грозовая стрела. Ну, здорово. Так. Куда показывают? Ну, вот туда куда-то, да? Надо еще за температурой следить. Пока вроде держится. Ну, скорее всего, вот эти вот шмотки, они то, что дали, они прям на первичных этапах нормально будут помогать. А лучше как бы и не обязательно, можно и так пройти. Но пока на более лучшие шмотки просто банально денег нет. Я никакой статуи тут не вижу. Драка. Ну давай. Ай, сколько феи я трачу. Все, у меня феи кончились. Ни хрена напали, а, товарищи. Ну, сохранение, по идее, не так давно было, да, вот тут. Блин, я не знаю. Чем бы их убить-то? Надо что-то посерьезнее. Давай так. Тут же более сложные мобы пошли. Бодаться с ними тяжеловато. Они тут всяческие электрические. Так, давай постреляем. Чё? Лук. Этот. Стрелы, да. Давай эти. Прям в глаз этому хамелеону. Ну, чуть-чуть-то я вас покоцал, да? Стой, давай что сожрем. Я не хочу проигрывать еще раз. Да, вот так. Защитные функции. Подходи по одному. Ну вот. Минус одна фея, кстати. Шутка, конечно, отличная, но очень жаль ее тратить. Такие не часто появляются. Ну и все, да, тут взять ничего больше. Стрела 10. Ну ладно, нормально. Тут
Тут может быть еще что-то есть. Ну ладно, пустой ящик. О. И просто они все разлетелись тут. Красная рупия за 20. Нормально. Так, статуя куда-то сюда показывала, но тут ничего нету. Блин, а где статуя-то все? Я что-то даже и они вообще не показываются. Хитро. О, бляха, где статуи, правда, все? О, вот она статуя. Я, походу, еще в тенек зашел. Давай что-нибудь сожрем. Да, давай так. Скоро еще надо будет готовить что-то. Заканчивается провизия. Брат сюда тащит. Просто немного перца растет, кстати сказать. О, жара. Тихо, тихо. Назад. Блин, ну я не знаю, тут либо шмотки покупай за 1000, либо жди, пока ночь не наступит. Тихо, стоять. Оп. Кстати, по-моему, буря, да, началась? Да иди сюда. До свидульки. Так. Пока он один, в принципе, его замочить можно, но когда вот их больше становится, то это все тебе кранты. Это выбрасываем, а берем меч. Из-за бури у меня радар не пашет. Я еще урон периодически получаю. А так, все, их на карте, короче. Круто. Ну, примерно вот сюда. Главное не сворачивать. Надеюсь, я выйду с этой бури. Плохо будет, если жратвы не хватит. Так, давай-ка мы этих ребят будем игнорировать. А что там многовато их? Это буря закончится. Ну, я так полагаю, от нее можно укрыться только вот возле скал, да? Плохо, что карту с радаром отрубили. Это прям вообще не очень. Я еще от жары урон получаю. Очень надеюсь, что я не сбился, и вот статуя хотя бы тут где-нибудь. Да, вон она.
Вот, попрохладнее тут, кстати. Это он тут вдвое. Главное ему не давать вставать. Усиленный лук. Ну, фигня. Так. Куда она показывает? Вот туда, куда-то, да? А ну, пойдем. Этого игнорим. Вот и святилище. Я думаю, это последняя статуя. Как забраться? Так, перелезу, ничего страшного. Жароцвет. Ну видимость нулевая, конечно. Такое себе. Угу. Одно задание выполнено. Второе мне давали... одно по статуе, второе... Первый полет. Так, подожди. Одно мне давали про статуи. Восток от города есть статуи 7 героинь. Все понятно. Это вообще в другую сторону. Потом можно будет двигать вот сюда. Вот куда показывают. А тут, кстати, вообще недалеко. По прямой. Хорошо. Проходим, короче говоря. Сначала это святилище. Это же не магнитные? Нет. Два блока кидают мячик. Если я ударю по этой штуке, это не работает. Мы его стазисом должны поймать. Подожди, или магнитом. Посмотрим, что будет. Он должен скатиться, по идее. Теперь магнитом его надо перетащить. Он же металлический. Угу. Тут как бы загадка-то и решена. А как тогда его дотащить сюда? Ладно. Хрен с этим сундуком. Хотя подожди. Ну-ка, я же его высоко могу закинуть, правильно? Ну, примерно сюда. Все, и ставим. Чик. Все, гораздо все проще. Сабля. Бесполезняк.
Сабля штука бесполезная. Ну, как бы он там урона не очень много. Я уже набрал, в принципе... открыто. Я уже набрал, в принципе, себе оружие сколько надо. Так что... Сундук бесполезен. Еще две сферы и можно качнуться. Так, ну, вторую загадку я, получается, смогу решить только если я... Так, метку можно удалить. Вторую загадку можно будет решить только если я их верблюда этого замочу. Ладно, не буду я ловить его. Все равно я так понял, что их пристранить никак. Я не знаю, я тут перелезу, нет? Ну, в смысле, это не лошадь, как бы я не могу им потом в дальнейшем пользоваться. Слушай, ну тогда смысл есть, конечно, в одноразовой вот этой покупке моржа. Нет, я сюда, кстати, не залезу. Надо обход искать. Бля, ты отвалишь, нет? Пиздубак начался. То 5-е, то 10-е. Так, давай хоть штаны какие-нибудь. Все, нормально. Блин, а как сюда пробраться-то? Угу. В обход и сюда заходим. Все, я понял. Да, рельеф ожидает, требует, конечно, да. Других действий. О, помню, еще одна статуя, я ее не видел. Прям погодные условия. Маспососные. Кстати, это что у нас? А, ну там эти гоблины тусят, да? Я туда не пойду. Ну, смысл? Только оружие тупить. С этого ничего такого интересного прям не дадут. Времени, в принципе, полно, чтобы пробежаться не спеша, потому что потом жара начнется. Ну, я не знаю, если я в горы полезу, там упадет температура или нет. По крайней мере, мне пока туда. Так, а вот эту штуку надо будет обходить, вон аж 3 тут висит этих. 3 ящерицы. Стопудово у них тут какой-то лагерь. Да. Надо было хотя бы все-таки моржа брать. За 20-очку. Ну или своего оседла. Смотрим, может быть, где-то что-то можно будет его все-таки поймать. Я тогда второй раз на этот жадничать не буду. На какое-нибудь блюдо с этим, со скрытностью. Так, тут камни какие-то подозрительные. Тишина.
Ну, мне прям сюда. Опа, опа. Тихо. Стопудово гоблины камнями швыряются. Надо наверх поглядывать. Камнем придает. Желательно, конечно, как-то побыстрее все это дело пробежать. По идее, взяв вот этот вот шлем грома или молнии, не суть. У меня сразу же к верблюду можно будет идти. Тихо. Там еще и на самом верблюде загадки и босс. Так что забавы будет много. Че, сейчас в горы полезем? Ну да. Камни или что? Просто текстуры. Ну, мы идем, короче, в лагерь, походу, вот этих вот чуваков, которые периодически нападают, обращаясь в мирных жителей. Которые в масках такие, закрытые маски такие. Вот этих. Обойдем. Пусть он стреляет себе. О. Тут их целая ватага. Хе-хе. Спидран. Так. Что-то на алтаре лежит. Эй! Так, что-то думаю, не хватает. Раньше за них денег же давали. О. Двойной лук. Стой, а пацану я помню задание. Двойной лук, вот, Небу надо отдать. Показать точнее. Еще я. Сколько вам там? Так, сумка. Но у меня уже есть один так. Может, именно этот надо взять? Разницы никакой. Огни вроде все горят. Что надо сделать? Но всех, кто на меня нападал, я завалил. Ну-ка давай, жахнем. Вот тут. Вот так. Бам.
Жратва, серп, кокос. Тут на выход. Блин, такое ощущение, что надо что-то на алтарь положить. И тут прям факела горят. Стой. Вроде все горит. Везде по 2 факела. И тут тоже. Читаем задание. Та-та-та, логово находится в патной лощине, но попасть внутрь стражникам пока не удалось. Спрашиваю стражницы, отправляюсь в логово. Не то. Не врубай, что-то мне хотят. Проход тут явно только один. Может, с факелом зайти прям. Так, везде по 4. Может, какая-то последовательность? Да нет, все одинаковые вроде. Есть лук и есть огонь. Ну-ка, вот сюда попробуй. Нет. Что, наоборот, потушить их надо. Что делать-то нам? Это просто на выход. Подожди, давай попробуем сюда выйти. Туда я вряд ли доползу. Не, ну могу, в принципе. Есть ли в этом смысл?
Но они прям четко указывают, что мне надо сюда. Факелов куча. Алтарь какой-то. Печки горят. А чё толку? Так, на эту штуку он не лезет. Если бы была между статуей какая-то последовательность или периодичность, я бы понял. Тут единственное, куда я могу зайти. Может, сюда надо стрельнуть горячей свечой. Подожди. Где тут факел? Пробуем тут все спалить. Во. Стой. Ага. То есть у нас отсюда будут товарищи появляться, надо внимательно разжигать тут костры. Давай с первого начнем. Эй. Взял меч снова. Так. Ну хотя бы понятно, что делать. Стой. Выходи по одному. Вы как, вообще ничего нет? Сапфир. Пригодится. Ну хоть мобы сопливые. Если кто серьезный бы вылез. Неохота бодаться. Так, давай дальше. По-моему, эти стенки нельзя разбивать. Много яблок. Фиолетовая рупия. А когда шлем нужный мне найдется? Ну вот он, проход.
Так, у нас факел. Я же никаких мечей не выбрасывал. О, вот эту штуку можно взять. Стой, сумка. А, ну как раз. Один сломан, да? Серп лучше, чем факел так-то. Так, а где проход? Вот. Логово клана Ига. Понял, деревня, что ли, местная? Это злой какой-то дядька. Он мне бананы сворует. О? Что ты здесь делаешь? Это логово бандитов, укравших шлем грома. Не попадайся им на глаза, иначе они позовут подмогу. Если бы их можно было как-то отвлечь. Но как? Все они делают, что дежурят и едят бананы. Слушай, здесь опасно, о себе я позабочусь, но тебе лучше уйти. Не, ну слушай, прикольное задание, прям стелс, да? Мы сейчас и бабу спасем, получается. Жалко, и душить нельзя. Как хит мой. А? Давай драться. Понятно. Это ваншотики. В принципе, хорошо, что тут у меня фей не осталось, а то бы я сразу все слил. Бананы даются для того, чтобы я их отвлекал. Задел по мать. Он же не пошел за мной. Ну, почти пошел, кстати. Знай бы еще, куда мне идти. Давай залезем, осмотримся. Так. То есть мимо него мы проходим. Это полбеды. Он там второй стоит. Почему поверху не проползти? Мне надо, получается, прямо в центр, да, зайти. Ай-яй-яй. Все, мне хана. Ну, конечно. Получается, надо как-то банану кинуть, чтобы он отошел от двери или как?
Ну, тут явно удобнее вот отсюда спускаться. Сейчас попробуем связку бананов этой обезьяне кинуть. Илья Пасканный. Привет. Здорово, Олег. Так. Стой, где у нас бананы-то? А где бананы? Кстати, у меня еще одна фея осталась. Взять в руки. Ну и бросить. Бля, но я упал. Тихо. Не, все равно меня спалил, падал. Не, все. Сразу же ваншот. А нет, подожди. С этим еще можно попадаться. Но тот сразу убивает, да. Не, это стелс. Надо где-то сетку бананов им бросить. Бла-бла-бла. Все, окей. Вали уже. Хрен, мне кажется, все-таки на козырек прям надо на нем стоять и бросаться бананами. Банан взять руки, положить, убрать, а бросить можно? Нет. А, стой, вот, далеко. Далеко это, видимо, бросить, да, можно? Ну-ка, жри. О. Ну и походон этого кренделя. Все, окей, я прошел. Бля, сейчас на кого-нибудь еще, да, на работе? Чем-то мне это все вот очень сильно напоминает Ghost of Tsushima. Прям в копейку. Правда, Tsushima позже вышла. Тенчу тоже. С первой плойки. Ни хрена тут банана. Я конкретно затарился, короче. Топаз тоже дело хорошее. Так, отсюда никогда с этой. Холоста видно, но, по-моему, да, не выйти. Че, мне сюда. Держись ты. Тихо, чувак, ты меня не видел. Чисто. Только не говорите, что сейчас начало. Да, они все входы, да, вот мне сюда надо было идти. Они все входы закрывали. Их разжут всей толпой. Гопнул их на рубины какие-то, на алмазы, все хана. Это стоит с самого начала придется это все проходить. Может где-то хоть есть эти какие-то точки сохранения. Понятно.
Хреново, что они очень быстро палят. Не знаю тогда, как тогда получается на третий кубик-то забираться. Если с этими понятно все. Давайте лезь. Так, банан. Взять руки. Далеко. Положить. Ух. Вот. Взял ему на голову, приземлился. Ты что, дебил? Вот тут стой. Да, там еще на верблюде столько геморроя будет. Это еще босс. Не, я за один стрим-то явно. Верблюд этого не одолеет. Потому что вот здесь вот со стелсом придется очень много переигрывать. Да, хорошо, бананы. Да, кто бы мог подумать, то, что зелье стелс добавят. Совершенно не характерная механика для этой игры. Что, да? Задуматься. Я в костюме тёлки в пустыне бананы бросаю охранникам. Прям не заметил. Ладно. Куда ты светишься? Так, главное лошадь не позвать случайно. Раньше времени. Кидай. Главное не на голову. Приземлился и хорошо. Нет, сюда получается надо будет возвращаться прям. То есть спускаться по этой лестнице, набрал бананов. Туда бы, как на вот эти крыши бы приземлиться. Ладно. Просто банановый клондайк какой-то. Не свалить. Главное, здесь он по стенкам лазит без проблем. Но только ты вот на эту штуку приземляешься, а не хочет лезть. О. Отсюда они меня не видят. Так, в какую сторону не надо? Вон туда, да? Чтобы туда добраться, мне нужно на крышу запрыгнуть. Да, я сюда хочу. Вот. А чё он в прошлый раз-то не залез? Дурака. Ну, ему мешает. Крыша мешает почему-то. Прям ползает по отвесным скалам, просто которые, я не знаю, под разными углами он там шастает. А не может на деревяшку забраться. Вы серьезно? Ладно, на одну залезает, а на вторую нет, все. Тут же его глючит.
Подожди, а вот тут получится? Нет. Что делать? Сейчас само прям на бошку упаду. Так, но есть резон отсюда упасть. Я тут спалил. А? Никто? Кто не увидел? Давай, есть. Так. Надо как-то вот найти. То, что белая крыша. Как-то туда надо попасть. Стой. Чем вот бананов еще швырнем? Подальше от себя. А он не видит эти бананы. Похеру ему. Все. Ты серьезно? Куда это я их тогда? Блин. Все, ладно, на голову и слава богу. Все, я нашел маску. Какой банан? Вы что, издеваетесь? Куда тут идти вообще? Я думал, я вот просто взял и шлем нашел. Стой, подожди. Тут у нас 2 лука. Точнее, 1. 2 сундука я вижу под землей. Третий сундук. Стенка. Стена вряд ли разрушается. Давай сундуки чекать. О, сундук куда-то на крышу улетел. Давай. Не то. Ну как бы рубин хорошо, но то, что надо. Там какая-то стена разрушаемая. Так, повнимательней. Угу. Походу, это металлическая стена. Чик, иди-ка сюда. Это или проход, или что, я не понимаю. Эй! Эй! Сейчас мы его мудохать будем.
Ты кто такой? Что-то забыл в моей дремальне. Как у них спальня называется. Дремальня. Хорошо. А? Штука у тебя на поясе. Может, это камень Шика? А если у тебя есть камень Шика, значит, ты Линк. Ты тот... Да, ты там не нужен. Вот так свезло. Я, значит, еще мальца, а он сам заявляется в мою берлогу. Прошу прощения. Я ведь не представился. Я глава клана Ига. Кто бы сомневался. Могучий, великолепный и несравненный Кога. Тебе конец. А мы кого-то на букву М искали, кстати. Или я... Нет, там баба какая-то говорила, то, что какой-то монстр, который очень хорошо слышит. Типа к нему надо аккуратно подбираться. Как-то она морит какой-то. Хер поймешь. Ну ладно, давай Когу завалим. Кога так Кога. Вот это, во-первых. Он идет, что ли? Ай. Понятно, как его убивать, короче. А чего у него урон не получил? Вот, я в жопу стрелу еще одну. Почему-то урон не получается. Не то. Может, что-то изменилось? Типа вторая фаза. Я до него добегать не успеваю. Максимально странный чувак. И чё? Подожди, я, по-моему, слишком рано стреляю, да? Камни как-то подлетать начинают. А, подожди, есть идейка. Да не то. Когда один камень сверху, тогда и надо стрелять. Почти. Я поторопился. О. Ускорим процесс. Третья фаза. Бля, если здесь сейчас пролетит с этого булыжника, будет больно. Подожди-ка. Я, по-моему, замагнитить тоже, да, могу его?
Стой. Ну, хватайте его. О, мое кунг-фу круче, чем твое кунг-фу. Готово. Ну и все. Ну и есть чувак. Кто бы мог подумать, что меня так отделают, да еще никто иной, как этот парень. Думаешь, я так это оставлю? Ножкой топает. Так, надо успокоиться, проклятие, туда уйти не получится. Придумал. Ихихе. Ахаха. Ихихе. Ты меня такой разозлил. Сейчас я похороню тебя с помощью древнего секретного приема. Тебе конец. Пидрацис. Слишком большой. Что-то я тебя больше не вижу. Ну и ладно. Все равно. Тебе недолго осталось. Секретный прием. Может использовать только главарь клана. Это совершенно... Ну его сейчас раздавит, да? Сказочный идиот. Тоже мне герой. Рано радуешься. Мои бойцы теперь это припомнят. Маска-то где? А вот и маска, да? Вот, шлем грома. Реликвия народа Геруда, отобранная у клана Иго. Тип может защитить от молнии на Боре. Сберегите его, пока не вернете предводительнице Риджу. Хорошечно. Подожди. Упс. Как насчет планера? Это. Я думаю, еще вот тут вот что-то наверху есть. Погоди. Тут могут быть нычки какие-нибудь. Причем сюда, на эту битву, можно двумя способами даже прийти. Дубачок. Да, чуть потеплее. А не то. Угу, она меня прям сюда выведет. Ну ясно, тут делать в принципе-то нечего. Так, маска-то взята. Теперь типа можно возвращаться в этот, в город. Там на верблюда сейчас пойдем. Так, стой, а то сейчас меня не пустят. О, бабские шмотки напялить.
Ну-ка, вот этот чувак, он что-нибудь скажет еще? Добрый вечер. Да. Ну, в этом город, он сам по себе город большой, еще много всяких магазинчиков, и вот этих бар даже есть. Чё, где? Где хозяйка? Белла, тебе нужна госпожа Риджу, она в своих покоях наверху. Неужели она разрешила тебе в них... Хорошо. Блин, поздно. Поздно, ее на месте нет. Я так понял, то, что у нас к мэру этого города можно зайти только днем. В другое время меня, скорее всего, не пустят просто, да? Наверное, ты особенная, раз предводительница разрешила тебе пойти. Да, я особенная. Нормально, можно маску и так отдать. А есть у нее что-нибудь такое интересное? Книжечка какая-то. Сейчас почитаем. Игрушки у нее прикольные, мягкие. Так, давай. Смотрите, дневник Макилы Риджа, первая запись. Белла сообщила мне, что мама поднялась на небо и стала богиней. Поэтому с сегодняшнего дня я предводительница Геруда. Лучше бы мама осталась со мной. Жаль, что мы не всегда получаем то, что хотим. Жительницы города стали лучше ко мне относиться. Предводитель. Когда я подъехала к Наборис на своей любимой Патриции, засверкали молнии и поднялась ужасная песчаная буря. Если чудище пойдет на город, мы не сможем ничего поделать. Я пыталась развернуть Патрицию, но выскочили монстры и напугали ее. Она уплыла в город, а я упал. Первое, что я увидела, придя в себя, было встревоженное лицо Беллы. С тех пор Белла всегда и везде сопровождает меня. Наверное, поэтому реликвию украли. Нет, Белла, конечно, не виновата. Все из-за меня. Будь я хорошей предводительницей, понятно. Ничего, короче говоря, интересного она не пишет. Обычно в дневниках в городе, который дневник можно найти, пишут, как можно решить квесты. Я ждала тебя. Можешь ничего не говорить, я знаю, что ты принес шлем грома. Все-таки я предводительница Геруда и чувствую его силу. Думаешь, я еще ребенок? Мои подданные смотрят на меня с почтением, но я боюсь подвести их, не оправдая их ожиданий. Я хочу доказать им и себе, что достойно быть предводительницей. Пропажа реликвии стала страшным ударом по моему самолюбию. Твое появление во время этих событий не случайно. Думаю, что тебя привела к нам госпожа Урбоза. Дай мне шлем. Забирайте. Ну как, мне идет? Честно сказать, нет. Это хрень вообще. И чё? Что это было? Чего они смотрят друг на друга? Камера переключается, типа, зырят. Так, они на верблюде сейчас. Это Зельда. Эту бабу я тоже видел. А, Линк, извини, что вызвала. Ты быстро добрался, как и полагается настоящему рыцарю. Целый день сегодня занималась. Совсем с ног сбилась. Ну, как вы с ней? Надеюсь, нашли общий язык? Все понятно, но ты не обижайся на нее. Как только видит твой меч, сразу хмурится, мрачнее тучи становится. Говорит, что позорит королевский род. Вот так. Ты, конечно, в этом совсем не виноват. Бедная моя. О, она так старается. С самого детства молится. Каждый день, чтобы обрести священную силу. Часами сидела в этих ледяных источниках. Потом лихорадка.
обмороки. Но сила к ней никак не приходит. А она хочет хоть как-то помочь. Вот и изучает древние механизмы. Она очень хорошая. И ты должен всегда защищать ее. Именно ты. Что-то холодает. Пожалуй, надо бы ее разбудить. Хрена себе, будильник у нее. Что происходит? А ты Ого. здесь откуда? Все, ребят. Это странный флешбэк. О, Это странный флешбэк. Зельда сидит с одним из стражников своих. Она говорит, типа, когда Линк достает свой меч, Зельда себя, типа, плохо чувствует, переживает, там, что-то такое. И тут же Зельда поворачивается, проснувшись. Ты как сюда забрался? Что ты на верблюде нашем делаешь? Странная тема. Ладно, что случилось? Почему ты молчишь? Скажи мне идет этот шлем? И идет. Снимай давай. Наборис продолжает бушевать. Она подходит к городу все ближе. Мы все в большой опасности. Как предводительница Геруда я должна защитить свой народ. Скажи, ты мне это поможешь? Конечно. Пошли бить уже верблюда. Мне нравится твой ответ. Похоже, ты настроила решительно. Я сейчас поеду на наблюдательный пункт к юго-востоку от города. К Наборис можно пробраться только на песчаных котиках. Наблюдательный пункт близко, но все же советую ехать на котике. Заодно поучишься им управлять. Мы с Патрицией, моей любимицей, будем тебя ждать там. Понял, принял. Великоват все-таки. Так, ну давай тогда. Я попробую котика поймать одного. Что, надо из города выйти? Можно, конечно, на прокат взять, но давай это поэкономим. Он так меня спалит. И прямо так же, как лошади действуют. Это сожрать надо, скрытности какую-нибудь штуку. Нормально, как раз я заодно похилюсь. Вообще все рассыпное, вы серьезно? Че, бля, моржи ссаные. Бля, ну почти дошел уже до него. Вы издеваетесь, что ли? Что-то мне сдается, придется покупать моржа. Скрытность на них не действует. Да не крутись ты. О, ну-ка. Поймать. Блять, там было же поймать, но что не сработал? О, заловил. Тихо. Стоять. Стоять, зырка. Эй, можно как-то управлять? Что меня по кругу-то тащит? Ладно. Мне туда и надо. Вот, все, теперь можно управлять им. До этого почему-то он дрессировке не поддавался.
Так, а теперь со мной будет пастись? Нет. Но где-то поблизости, наверное, будет ходить, да, я так понимаю? Ну, это не лошади, но примерно такой же момент управления, как и когда оленя оседлаешь. Штука прикольная, но не на все время, короче, кататься. Блин. Подожди. Давай попробую я сначала внутрь зайти. Может там что-то прикупить можно или побалакать с кем. Тут у нас ничего, да? Давай вонутрь. Кто такая? О, открыть. Золотой лук. Но у него прочность хорошая. Подожди. Блин, как быть-то? О. Угу. Ну, площадка на меня ждет. Мне как-то надо потом сюда вернуться. Мать. Сколько времени, кстати? 7:40. Пойдем пацану лук покажем двойной. Потом этот лук, наверное, можно выкинуть и уже идти брать вот этот хороший. Он нужен будет для этого, чтобы верблюда стрелять. Я не знаю, дети под дождем бегают вообще. Никого. Ну, короче, что-то погода налаживается. Пацан где-то вот здесь постоянно бегает. Лук у меня на месте. Астра. Не то. Сойди отсюда, отвали. Сама дура. Нет, это не тот пацан. Они вдвоем бегают тоже. Вот. Нара. Нэп, вот он. Ого, двойной лук. Класс, покажи, смотри. Спасибо, что показал. Вот тебе 50 монет. Хорошо. Клинок вихря. Хрена у пацана запросы. Вообще без понятия, что за клинок вихря. Сейчас опять пердолить туда. Ну ладно. Халявных 50 рупий, плюс еще чуть-чуть продвижение. Сейчас можно будет пососный самый выкинуть. Лук. И хороший взять.
По-моему, так просто не поймать этого моржа. Он просто вперед убегает и все. Надо что-то скрытности жрать, и тогда он будет работать. Одноразовые, да? Ладно, я почти на месте. Кстати, а где вирулит? А вот там уж. Далековато. Мы сейчас туда на моржах поедем, точно. Так, по лукам. 14, но он выпускает двойную стрелу. Нет, браться. Он мне не нужен. Мы вот здесь берем. Тоже 14, но прочности больше. Ладно, может там будет действительно лучше. Сейчас еще объяснят, как этого верблюда замочить. Говорить. Вот наша наборец. Грозная, правда? Мы поедем к ней на песчаных котиках. Ты готов? Да, готов. Вот, хорошо. Итак, мы поедем к наборец на котика. Держись все время за мной. Так, давай, наверное, перед оседланием этого верблюда сделаем перекур. И потом продолжим. Сейчас подойдем. Даман 72. Привет, лайк. Здорово, Даман.
Спасибо за лайкос. Так. Идем к наборе, на котиках, держись, хорошо. Твоя задача будет стрелять по ногам взрывными стрелами. Энергию нам получать из земли, если повредить ноги, она должна остановиться. Наибольшую опасность для нас представляет молнии на Борис. Даже один удар может оказаться смертельным. Понятно, ваншоты. Шлем грома защитит нас от молнии, но ты должен держаться как можно ближе ко мне. Если отстанешь, на Борис тебя просто уничтожит. И еще, если почувствуешь, что твои силы на исходе, обещаешь, что вернешься на наблюдательный пункт. Не продолжай бой, если ты будешь ранен. Я не хочу, чтобы ты погиб. Вот возьми наши взрывные стрелы. Отлично. Халявную 20-очку дали. Надеюсь, ты все запомнил. А теперь главный вопрос. Ты готов? Да. Но я получше лук возьму, чем мне дали вот этот золотой. У меня урона будет больше. Держись пока чуть подальше. Я Риджу, законная предводительница народа Герудо. С помощью великой реликвии я усмирю тебя, чудище Вана Борис. О, великие предки Геруда, я зываю к вам помощи. То есть не выходить из этого круга и стрелять по ногам. Все понятно. Реликвия, я чувствую ее силу. Вперед. На моржах погоняем хоть. Давай. Госпожа Урбоза, прошу защитите нас с Линком. Давайте быстрее уже. Лин, держись поближе. Подождите. Во-первых, стрелы, а во-вторых, лук. А мне вроде нормально. Я успеваю за ней вполне. Куда ты уехал-то? Да, может какой-то неуправляемый. Тихо, тихо, тихо. Тихо, я бабу не вижу. Ну и чё? Вон он, где-то рядом. Чуть-чуть от круга отстаю. Где верблюд-то? О, конец. Доехали. Слишком далеко. А где она? Бля, взяли меня, развернули. Спокуха. Пользуй момент. Ай, да не туда. Я попал? Куда ты попал? Ай-яй-яй. Чудище. Да я стараюсь. Ты сможешь. Так, минус одна нога уже. Это твой шанс. Ну давай сюда. Ты сможешь. Здорово. Ты слишком далеко. Нормально, не ори. Здорово, Лин. Все. Да, лук гораздо лучше, потому что он сразу 3 стрелами шмаляет. Но считается как одна. Все, затормозили, короче говоря, верблюда. Там святилище еще рядом.
Дальше ты сам. Мне не удастся усмирить Наборис. Всё в твоих Теперь руках. нужно... Давай, Мгм. вперед. Дальше говорит, ты сам. Теперь надо в самом верблюде решить некоторые загадки, чтобы он... так сказать, работать начал на нас. Линк, я верю в тебя. Я тоже в тебя верю. Так, мы на самом верблюде, получается. Нужно взять под контроль его. Точка перемещения добавлена на карту. Хорошо. То есть здесь в любой момент можно сюда вернуться, а можно куда-нибудь идти, там чем другим позаниматься. Явился. Я знала, что ты когда-нибудь придешь. Со мной разговаривает эта носатая, которая с Линком, да? Ой, с Зельдой сидела. Полагаю, ты хочешь отобрать Наборис у Ганнона. Да, я хочу отобрать Наборис. Сначала сходи за картой чудища. С ней ты не заблудишься. Карту надо достать. Угу. Сначала надо взять карту, а потом все остальное. Ты получишь Всё, я понял. ее вот на этом терминале. Хорошо, я получу эту карту на терминале. Так, сначала... Да, неважно, в принципе, какой щит. Стой. Стрелы. Лук. Подожди. Ай, блин, я не успел. Страж копья, да? Не знаю, нужно ли оно мне. Так, и лук я попроще поставлю. Так, ну что, нам только вперед. Где надо глаза уничтожать, чтобы вот эту скверну рассеять. О, я тут никаких глаз не вижу. Нет, так нет. Пошли наверх. Топорик, наверное, да, он помощнее возьмем. О. Чпок. Он только верхний, да? Рассеял. Сюда я, наверное, не заберусь. Почти. Ползи ты. Нет. По идее, карта должна просто доставаться. А у нас вон там. А это общий терминал. Я понял. Оп. Все, я забрался. Карта. Угу. Так, поворот, значит, на 90 градусов. Управление чудищем разблокировано.
Стой. Прекрасно. Ты наконец-то получил карту чудища. Изучи ее. На ней отмечены контрольные модули. Чтобы вернуть Наборис на нашу сторону, нужно для начала все их включить. Нужно 5 точек, Будь 5 терминалов. Но я верю, ты справишься. То есть у нас по сути как получилось 5 святилищ. Так, первый терминал у нас по прямой наверху вон там, да? Как добраться до него? Поворот. Обход не то закручиваю. Так, тут надо четко знать, что крутить. Для чего? Так, эта штука не магнитная. А это? О, иди-ка сюда. Все, улетел, да, сундучок? Печально. Так, надо, короче говоря, крутануть еще раз. Часть. Вот это получается. Поворот. Еще раз, да? Поворот. Что не работает? Что-то я тут накрутил делов. Бля, я походу не то вращал, да? Ладно, давай посмотрим, что отсюда можно сделать. Причем какая-то тут внизу штука. Погоди. А, вот этот терминал этот. Ползать может? Нет. Его надо повернуть, причем, наверное, вместе со мной. Так, выравниваем. Ну, почти. Еще раз крутим.
Первое есть. Внутри, которые есть здесь сундуки. Внутри сундуки, которые здесь есть, они не особо нужны. Но там ничего полезного не будет. Так. Ну да, естественно. Так, вот один сундук, а точнее модуль должен быть вот в этой части, где я нахожусь. Только по правую сторону, да? А, так он... Нет, тут, скорее всего, вот тут. Да, потому что я прям за ним. Что мне дает эта штука? Давай еще крутанем. Ладно, не в ту сторону. Угу. Что-то сильно крутануло. Ладно, я не знаю, какие-то механизмы. Что это такое вообще? Это все работает. Высоко. Ну и что мне тогда даст? Вот я все эти перемещу вот сюда. Какая-то. Отсюда что видно? Ну-ка, давай попробуем повращать. Он без меня, что ли, вращает? Эй, ты. О.
Странно все это. Не врубаюсь, как работает. Ну-ка, попробую разбить. Так, ну давай вращаем тогда вот эту. Не в ту сторону. Ну, можно вон до того ящика добраться. Но я пока этого не буду делать. Так, надо еще раз крутануть. Поворот. Походу не так. Я не знаю. Да, не в ту сторону. Должен проход открыться прямо туда, в эту башню. Давай еще. Нормально. Так, я страшно секиру сейчас поменяю точно. Вместо серпа. Да, где тут классно. Эй. Каким-то чудом вообще до какого-то сундука добрался. Причем то, что мне надо, оно вообще в другой, по-моему, половине даже находится. Вот там, да? Нет, там вообще... Подожди, я, блин, запутался вообще.
Мне как-то надо наверх. Ну и дела. Это не так работает. Отсюда я. Да, никуда. Как-то наверх в эту башню надо попасть. Или куда-нибудь. Не знаю, давай центральную крутить. Что мне это даст? Я сюда не пройду. Еще раз. Вот, тихо. Подожди-ка. Вход туда же, да, вышел? Да. Там страж. Где терминал это все? Страж меч улетел. О, терминал. А? А так мне его не засчитает, да? Так. Вот это мы крутим. Все. Нормально. Надеюсь, я не упаду. Все, второй. Осталось 3 контрольных модуля. Еще 3 штуки. Не останавливайся. В этот я случайно как-то пробрался, по-моему. А все, да, мне отсюда никак не выйти. Давай еще крутить. Еще раз. Я хотя бы выход нашел. Так, один прям наверху. Знаете, где был он? Стой. Есть одна идея. Вот это вот мы крутим.
внутри крутится. А здесь не крутится совсем. Это тоже не магнитное. Ну, чуть-чуть не хватает, чтобы он запрыгнул. Здесь то же самое, да? Я не врубаюсь, как до центрального добраться. До верхнего. Потолок это пол, пол это, блядь, потолок, все крутится, вертится, чё куда крутить, я не знаю. Давай на шар. Так, никаких проходов особо тут это не дало, да? Тут еще надо по электрическим свойствам как-то подбирать эти крутилки, чтобы добраться до центрального. Ну давай хотя бы центральный попробуем открыть. Не то. Че он там не крутит, я не пойму. Так. Я не знаю, это надо, чтобы они все были наверху или внизу, я не врубаюсь. Что там за проход появился? Ну, понятно. Так. Угу. Середина горит, значит надо эту крайнюю тоже двигать к середине. Вот так. Все, загорелось. Теперь мы вот эту двигаем. Один раз. Второй раз. Что это дало?
Бля, дичь какая. Давай еще. Угу, центральная, значит, все равно у нас питание подает в любом случае. Тогда эту крутим. И чё? Вот они все внизу, типа. Наверх-то забрался. Ну-ка давай центр вращать. Допустим. Отсюда. Чё мне видно? Постоянно с одной и той же стороны выхожу. Эй, ты куда ты? Все, пора. Свалился с верблюда. Так, это хвост у меня открылся. Ну, дела. Я не знаю. Давай так. Ну, в эту шею явно не попасть. Отсюда. Что-то я кручу, как-то все странно это дело. Как сюда-то забраться? Ну, давай, чуть-чуть.
Да не залезает. Так, еще тогда крутим. Не в ту сторону. Чуть подохни, возьми. Сложно. Больше непонятно, в чем сложно. Ты куда-то поехал вообще? Эй, ты чё? Что-то крутится, куда-то поднимается. На своей жизни, что ли, живет прямо? О, куда-то дошел. Что я делаю? Не, эта штука внизу. Что это хрень отвечает? О, подожди. Чик. Право в одну сторону крутится, а влево в другую. Как это работает? Ну. Ну, нахрена какая штука? Что-то я тут накрутил. Ну окей.
Это, я так понимаю, башка верблюда, да? Окей. Давай включаем. Теперь осталось центр и горб один. Осталось 2 контрольных модуля. А ты молодец. Да. Непросто. Что это за штуки? Так, ну вообще не факт, что мне надо в центр прямо идти. Как-то надо наверх попасть. А теперь постоянно будет крутиться? Эй! Я тут был. А тут не был. Я смогу туда добраться? По идее, должен. О. Он мне вообще не сюда. Надо как-то попасть вот в эту башню. Ну хер, давай покрутим. Знать бы, какой выход туда ведет. Подожди, ну давай центр вращать. Только не в ту сторону. Ну, сундучок. Блять. Ах ты, падла. Так, вот с этого прохода куда я могу достать? И все, да? А мне вон туда надо, в башню. Даже не совсем. Подожди. Вообще беда. Непонятно, в какую сторону крутят.
Знать бы еще, где эти штуки находятся. Он в обратку, куда уехал? Падла, да? Постоянно сюда выходишь. Этот терминал явно не в центре. Но он вполне может быть и наверху. Не, бывает. Вот это вот у меня поворот куда он? Какой центр меня поведет? Уже сейчас мозги закипят просто. Ну, допустим. Чё? Я все равно, как ни крути, я все равно оказываюсь внизу. По идее, этот терминал должен быть тут. Где-то тут. Вот нет. Вообще в другой половине. Вот это еще ниже. Мне как-то надо вот здесь, наверху, оказаться. Что-то беда какая-то. Ну-ка. Ну да. Надо все подключить модули. Надо как-то не добраться. Особенно до последних двух. О, подожди. Ну, это вообще не то. Хотя, может быть, если здесь крутить... А, это вообще... Блин. Погоди. Ну-ка, давай в другую половину зайдем. А, не, подожди, я уже там был, получается. Надо как-то, находясь вот здесь, повернуть эту половину, чтобы... Тут же проходов, лестниц никаких, правильно? Нет. Вот, отсюда ты тоже никуда не попадаешь.
Ничего не меняется. Жесть какая, а? Как наверх-то забраться? Может, что-то вообще надо делать вне верблюда этого? И остался центр и край. Противоположно. Но как туда попасть? Именно отсюда. Все знают, давай до победного крутить. Ну, тут не хватает, да. Так. Как-то же я в эту башню должен попасть. Сложно в полете. Но это не точно. Дальше крутим. Я как-то должен внутри, вот наверху там на самом оказаться. Как я отсюда попаду? Да, обзор, конечно, замечательный просто. Давай еще раз покручу. Хер знает, в какую сторону я крутил. Я снова оказался там же, где я обычно. Надо как-то наверх этого купола попасть. Там решетка. Проход только один получается. Ну-ка. Крутим, но только... Не в ту сторону, конечно. Тут он проезжает почему-то. Иди. Сейчас попробуем так заскочить. Ну да, и что мне это дало? Надо наверх.
Ну, здесь отверстия никакого вообще не появляется. Что за хрень? В центр тоже как непонятно попасть. Они оба находятся наверху. Ты можешь крутить только внутренние цилиндры, которые выводят, как правило, тебя только с правой стороны. Наружу. И типа все. Ну, этот шея заработала, это ладно. Шею я уже открыл. Да нет, я там уже был. Херня это всегда. Может, как-то шея надо было туда наверх? Да нет. Очень странная штука. Снова не туда. Так ты в обратно, куда ее вращаешь? Скорее всего, надо как-то так повернуть, чтобы во время прокрутки, может быть, откроется проход или что-то такое, и в этот момент надо пролететь куда-нибудь. Да, пока идей что-то вообще никаких. О, ну-ка, стой. Я не знаю, я тут был, нет, да, я тут был. Это бедро. Я кручу центр, а мне надо вообще, по идее, на самый верх попасть. А как оттуда выйти?
Причем ты, если крутишь центр, то у тебя он внутри только вращается, как кишки, и вот эти вот переворачиваются, и все. Вообще тебе ничего больше не дает. Причем в этой половине кубик есть. Ну вот, с решеткой. Но в нужной половине кубика нету. Что-то пока идей никаких. Причем я оказываюсь постоянно в одном и том же месте. Я как будто как по кругу бегаю. Я как-то оказывался в том месте, где у меня можно было еще какие-то штуки передвигать. Даже не знаю, я не понял, для чего они. Как кубы какие-то. Может быть, они шею поднимают просто. Так, надо попасть. Ну, наверх. Так, вот от... Ну, я не знаю, давай попробуем. Сигануть ли у меня получится? Ну и что толку мне этот сундук? Хорошо, рыцарский лук. Места нет. Да, и поздно. Да и не поможет это, походу. Даже не знаю, где я нахожусь. Как правило, внизу. Причем отсюда никак не выйти, ничего. Это чисто ноги. Спасал от них.
Стой. По-моему, это не зря штука. Надо по центру стоять. Куда-нибудь, да, надо крутить, наверное. Еще, наверное, давай, да? Все равно внизу оказываешь. Стой. Подождите меня. Подождите. Все, я забрался. Так, давай попробуем, может быть, отсюда куда-нибудь. Я прилечу, я не знаю. Так, это не тот терминал. А что если сигануть прямо отсюда сверху? Ну-ка. Может, как-то можно попасть? Прям с этого лифта наверх. Тут какие-то две хреновины. Ха. Не знаю, магнитные, нет. Нет, не магнитные. Стазис. Тоже нет. Это не стазис. Давай швырнем. Это моя. Прикольно. Я не знаю, блин, там две точки по бокам. О, я в самом начале. Ну, как бы точки сохранены, открытые. Не знаю. Ладно, будем закругляться. Как что делать, непонятно. Контрольный модуль, замкнутая, разомкнутая цепь. Но так-то все, по идее, понятно. Это центр. Вот. Как наверху оказаться этой хреновиной? И он шею задирает, этот верблюд. Хорошо. Что дальше, я без понятия. Ладно, будем заканчивать на этом стрим.